Итак, ребят, всем привет! Сегодня с вами хотела обсудить последние новости, связанные в первую очередь с Крымским мостом, с тем, что последовало после Крымского моста, с тем, что я считала на тонком по вот этим двум событиям. Также немножко к теме ролика про мобилизацию кое-что сказать и также затронуть некоторые моменты, которые я обговаривала еще в марте. Итак, ну обо всем по порядку. Во-первых, давайте так, насчет Крымского моста, да. Я думаю, всем интересно, все сейчас смотрят информацию различную из различных источников по поводу того, кто же взорвал Крымский мост, что же там случилось, спецоперация Украины это или США, или еще кого-то, да. И давайте я вам тоже скажу мое видение, мое, ну, скажем так, я всегда говорю мнение, вот, скажем так, то, что я озвучу дальше, будет моим мнением. То, что мне пришло с тонкого плана по теме подрыва Крымского моста. Я его крутила и так, и сяк, под разными ракурсами, и пыталась, то есть, понять, кто, зачем и почему вообще подорвал этот мост. И я думаю, сейчас многие замерли и ждут того, что я скажу, что, блин, это сделала СБУ, да, то есть это сделали там типа спецслужбы Украины, что-то там организовали и взорвали Крымский мост. Ну, мне так не идет. А, вот и так, и сяк, короче, не идет. Смотрите, очень интересная ситуация с Крымским мостом. Во-первых, я вам говорила в прошлом ролике вот про мобилизацию, да, когда вот тему войны опять всё задевала, что Россия как будто ждала, очень-очень долго ждала. Ну когда же? Ну давайте, давай, давай, ну зайди, давай, сделай это. Они очень давно ждали какой-то провокации. Они даже вот на границах-то особо там ничего не защищали, да, эти границы, ничего. Ну давай, сделай что-то, зайди, смотри, пирог лежит, заходи, не хочу, тебе осталось только зайти и взять. И я вам говорила о том, что Россия как будто специально хочет, чтобы Украина, да, и войска НАТО, которые воюют на этой Украине, чтобы они перешли вот эту черту, перешли какую-то грань. Они прям ждали, они прям хотели, они как будто специально провоцировали Украину на то, чтобы грань эту перейти, пересечь вот эту границу, понимаете? Чтобы Украина какой-то, не просто там, да, на какой-то там случайный поселок мина упала, а именно, понимаете, целенаправленное какое-то прям вот громкое вот такое что-то сделала, совершила в адрес России на территории России. Об этом я говорила в прошлом ролике. Как будто они специально это делают, как будто, ну, есть момент провокации. И они как будто ждали этого. Честно скажу, они не ждали этого по теме того, что вот будет что-то подобное, как вот Крымский мост. То есть это для них было абсолютно неожиданно. Но они вот к теме, да, последующей за Крымским мостом, они как будто вот ждали нечто подобного, то есть им нужен был повод. Этот повод они получили. И по теме того, что сделали ли это украинские спецслужбы, мне четко идет, что нет. Украинские спецслужбы там, знаете, как бы вы там или что бы вам по телевизору не говорили, там не дебилы сидят, далеко не дебилы, и они прекрасно понимали момент того, что может все что угодно там говорить на своих YouTube-каналах, да, там телеграм-каналах о том, что там у России там ракеты заканчиваются или еще что-то, они все что угодно могут говорить. Но факт они знают. То есть они не сидят в иллюзиях там. Они очень хорошо просчитывают, в том числе. То есть там сидят не дураки. И эти не дураки знали, что если, ну, знают, да, что если они сделают какую-то вот такую подобную провокацию, то это может пойти, ну, к определенным последствиям. То есть они могут просчитать причинно-следственную связь. Там сидят не дураки.
А вот эти вот высказывания по телевизору, допустим, которые они говорят, это они, ну, точно такую же пропаганду делают, как и в других странах. В том числе в России, в том числе в странах Европы, в США. То есть это стандартный момент промыва мозгов. Вот. То, что они там говорят на весь мир там, и так далее. Это все просчитано и рассчитано на население и на то, чтобы там махать шашкой наголо и так далее. Но все-таки не дебилы. Да? Поэтому у меня вообще вот не идет то, что это было сделано спецслужбами Украины. Для них эта ситуация тоже была весьма неожиданна. То есть это, знаете, такой приятный нежданчик. Но опять же, приятный ли? Потому что планов наломало много, дров наломало много. Ну да ладно, смотрим дальше. По ситуации дальше с Крымским мостом, то, что вот как я вижу дальше, да. Следующее. У меня сразу в голову пришел такой момент. Блин, ну неужели Россия сама сделала, вот ждали-ждали, да, когда ж кто-то что-то, провокацию там какую-то сделают, и, ну, неужели не дождались и решили сами сделать провокацию и сами, типа, это, я думаю, ну, неужели ж совсем там? Начала с этой точки зрения крутить, идет нет. Тоже нет, четкое нет. Для них, для самих это было весьма неожиданно, да. То есть эта ситуация, она была неожиданная. Они не ожидали эту ситуацию, то есть она для них была тоже как гром среди ясного неба, но ситуация ну, как приятная, да. Это было то, чего они хотели. То есть они получили реально карт-бланш. То есть они получили то, чего они давно ждали. Им нужен был какой-то повод, какой-то вот серьезный какой-то вот такой момент для того, чтобы сделать то, что они сделали впоследствии. Понимаете? То есть то, о чем я говорила в прошлом видео. Они ждали, они как будто говорили, ну давай, давай, ну сделай хоть что-нибудь, ну уже что-нибудь сделай, ну давай, давай, давай. Вот дали им. Вот, пожалуйста, они сделали то, что хотели, да. Ну, дальше чуть попозже расскажу. Про дальнейшее все. Смотрите дальше. Смотрю, спецслужбы США, опять же, не тянется нитка. Вот не тянется, вот вообще, в принципе, спецслужбы, они вот как спецслужбы, да, они как-то вот действуют, у них есть определенная энергетика у таких людей, которые вот именно связаны с спецслужбами. Но не идет эта энергетика. Не идет. Ни из одной страны она не идет. Именно тема спецслужб не идет. И когда я задаю вопрос, кто же подорвал Крымский мост, что же там случилось на Крымском мосту, да кто это сделал, мне идет вот всего одна фраза. Карта дурака. Карта дурака. Я еще раз спрашиваю, кто это сделал? Карта дурака. Объясню, что значит карта дурака в том плане, что вот мне это как будто нашелся. Это не Россия, да. Это действительно тянется из Украины, но это не спецслужбы, это не кто-то там в кабинете, вот это вот, ну, по крайней мере, в кабинете президента, как я понимаю, да, там вот это все продумывал. А, Кто-то нашел человека, да, людей точнее, там не один человек был, там группа была каких-то людей, которые связаны, ну, как раз с Украиной. Возможно, это люди какие-то патриоты, да, или кто-то вот, кто очень сильно, обильно смотрит телевизор, который в данном моменте сыграл против тех, кто все это по телевизору заказывает. В чем сыграла против? А, Это не значит, что они это сделали. Сейчас объясню. Ихними руками это сделали. То есть нашли каких-то вот таких людей, руками которых это сделали, которые прям вот настолько радеют за свое правое дело, что они решили, что таким замечательным способом, да, еще и на день рождения президента РФ, они как-то помогут своей стране. Ну, помогли, как и не помогли, мы увидели, да, дальше. Вот, что это все вам не хихи, не ха-ха, и это все размахивание вот этими вот, типа, смотрите, какие мы бравые, это только действует в соцсетях и по телевизору.
А по факту после вот таких вот размахиваний, понимаете, бравыми делами следует вот то, что последовало дальше. Это большая политика, ребята. Это не хихи и не ха-ха. И те, кто не делали вот так ранее, они прекрасно об этом знали. Поэтому вот спецслужбы Украины вот такого бы не сделали. Это невыгодно. Выгодно только флагами в соцсетях махать. А вот делать нечто подобное в реальности, это очень сильно невыгодно. Потому что это прямая провокация и прямой карт-бланш ты даришь врагу, на тебе козырь в руку, бери его, иди, делай все, что угодно. А потом этим козырем также, понимаете, помахай в соцсетях и скажи, я молодец. Ну да ладно. Разыграна была карта дурака, и разыграли ее. Я почему-то чувствую руку, очень такую хорошую руку олигархата. Как бы это вот ни звучало, но это тянется не к спецслужбам, это тянется не к правительству, это тянется все, по моему личному мнению, видению и ощущению, которое я ловлю с тонкого плана, что это все тянется, то есть, к каким-то людям с деньгами. Причем эти люди с деньгами, когда я начинаю раскручивать, то есть и где эти люди? Я вижу, во-первых, какие-то люди с Украины. То есть это не просто карта, ну, карта дурака, это руками кого это было сделано, да? А, руками каких-то дураков, которых просто вот, ну, за ниточки за нужные подергали, и они все сделали. Им сказали, блин, это будет классно и здорово для твоей страны, давай это сделаем. Это были какие-то, вот, кто дергал за ниточки? Это были какие-то люди, богатые люди, которые не относятся к политике, которые не относятся вот к этой партии, которую сейчас разыгрывают спецслужбы, да, а, войны которым было выгодно какие-то экономические моменты им нужно были. Далее это тянется к рукам каких-то людей в Лондоне, которые сидят. И причем эти люди связаны мне почему-то фамилия Коломойский пришла, я не знаю. Вот сейчас у меня просто эта фамилия всплыла, но я ее решила озвучить. Не знаю, насколько правильно ли то, что мне пришло сейчас или нет, но почему-то эта фамилия пришла в том числе. А, так, какие-то люди еще там есть в Лондоне с РФ. Но они как-то, знаете, как-то странно они. Они как будто вот идет фраза мимо проходили, но связующая группировка какая-то была у них. Вот идет, знаете, как в песне в той, связаны одной цепью, скованы одной целью. То есть вот скованы одной цепью, связаны одной целью. То есть это люди, которые связаны какими-то вот узами, какими-то одними целями, одни какие-то цели преследуют и связаны одними цепями. То есть это, возможно, и цепи поставок, это, возможно, и экономические цепи. Мне идет, что это экономические цепи какие-то. Знали ли люди, которые вот именно с России, о том, что хотят именно мост вот этот подорвать, Крымский мост? Ну, вы знаете, не идет, что они знали именно за Крымский мост. Они знали за то, что диверсию, то есть, что, ну, вот знаете как, типа, давайте устроим диверсию, давайте устроим диверсию. То есть, им нужна была какая-то диверсия для каких-то своих целей. Для того, чтобы выиграть что-то по-крупному на рынке. Не знаю, что там за дела такие у них на рынках, которые они хотят вот при помощи вот этого выигрывать. Но вот что идет, то идет. И эти люди, получается, вот в Лондоне
Возможно, это как-то с лондонской биржей связано. Я не знаю. То есть, так, ладно, пустим этот момент. Значит, в Лондоне, да, тянутся какие-то нити. И дальше эти нити также идут в США. То есть четко прям уходят за границу и уходят в сторону США. И когда я смотрела, допустим, вот подрыв вот этого моста, причем в США это опять же уходит не в Пентагон, там, не в какой-то ЦРУ, не в, там, в офис президента. Это опять же уходит в какие-то а, кулуары, то есть каких-то людей, у которых есть деньги большие, типа там Сороса там и так далее. То есть я не скажу, что там, не знаю, замешан ли там Сорос, я не смотрела настолько глубоко, прям не копала, кто там чего, но это уходит туда. Опять же, не идет Уолл-стрит. То есть это уходит куда-то на Уолл-стрит. Это что-то связанное с деньгами. И вот этот момент, то есть вот опять же мне идет подрыв доверия. Подрыв доверия, какого доверия, для чего доверия, я не особо знаю. Возможно, это связано что-то с деньгами, с акциями там или еще чем-то. А вот эти люди не просто так это все делали, это их какие-то игры, да, их какая-то игра в этом во всем. Вот вам момент того, что кто, по моему мнению, взорвал Крымский мост. И далее, когда я смотрела подрыв самого моста и последующих действий, которые шли за это, я смотрела, каким странам и как выгодно, да, вот это. Во-первых, ну, про то, что для самой Украины, да, для определенных кругов это был момент вообще нежданчика, когда им говорят: "Это ты сделал?" Он такой: я, да, да, я, нет, не я не знаю, чё, что, ладно, я, а может, не я". То есть они вообще не поняли, они не понимают, что произошло. То есть вот, ну, некоторые слои какие-то понимают, то есть какие-то слои, там, я не знаю, олигархата или какие-то слои, у них, как понимаю, тоже там на Украине достаточно какая-то внутренняя борьба власти идет между людьми с деньгами. Очень большая война с властью, за власть. И вот как раз-таки вот какая-то прослойка, какой-то сговор, вот идет какой-то сговор лиц, они знали об этом. То есть, ну, я говорила, что к ним тянется, да, потом в Лондон и в США уходит. То есть они об этом знали, но само правительство там, да, сами там вот это вот структуры, а те структуры, которые там делают ровно все по методичке, которую там прописала вот тот замечательная страна там за 10 тысяч океанов, которая находится и которая вообще типа всегда не при делах. И все такое, то есть для них это было весьма неожиданно. Далее, а, то, как отреагировала Европа. Вот, на вот это вот все, что произошло, и на вот эти события. То, что шло по Европе, это был крах. Вот знаете, такое ощущение, как будто Европа просто вот стоит женщина, я вижу, почему-то мне образ фон дер Ляйен вот это идет, ну, может, потому что она, типа, самая главная там, та, которая постоянно свою пикалку раскрывает там и очень громко верещит, по всем телеканалам. То есть я вижу образ вот этой фон дер Ляйен. И она стоит, у нее в руках вот как мраморная вот какая-то, знаете, плита или камень такой, или вот, ну, почему-то я вижу книгу какую-то. Книга, но она как будто тяжелая, вы знаете, как крышка, блин, какая-то грубая, очень-очень тяжелая, монолит, который она такая держит. И просто когда вот это все случается, она стоит в полном шоке, бледнеет просто на глазах, и у нее просто от неожиданности выпадает вот эта вот крышка, вот, ну, я не знаю, как это назвать, вот эта мраморная штука, и она просто падает. То есть, знаете, как будто для Европы этот момент, это крышка гроба какая-то захлопнулась. Вот какой-то такой вот образ мне пришел странный. То есть, как будто все, похороны, можно хоронить. Я не знаю, в чем вот этот образ, почему так, но вот как будто, знаете, вот последний гвоздь для Европы это вбило.
Но в принципе, я не видела, чтобы там прям что-то вообще очень крайне плохое там происходило с Европой или там что-то она, купец там, все в руинах там стояло. Такого я не видела, конечно. И, более того, когда я просматривала дальнейшие событийные ряды, я видела, что Европа, в принципе, она нормально, вполне оклемается, быстро отойдет, да, и все, когда все закончится. Поэтому с Европой все будет более-менее хорошо, не переживайте. Но вот этот момент, то есть тут даже, возможно, каких-то их планы, да, или что-то там такое, вот на что рассчитывала. То есть, образ был такой больше, что вот это вот, фон дер Ляйен или там Европа в лице этой фон дер Ляйен, да, а, у них был какой-то четкий структурированный план действий. Вот как будто они знали, что вот сейчас они сделают вот это, завтра они сделают вот это, послезавтра они сделают вот это, а послезавтра они сделают вот это. То есть они прям какую-то план-стратегию себе составили, да, четкую по тому, как они там будут убивать Россию, там, грубо говоря, да. Вот. И они прям составили структурный план действий. И не зря, возможно, ну, так как все равно там они, вот эти вот все политики, знают больше, чем мы с вами, сидя дома на диване, что не зря Россия, может быть, и ждала вот это, ну сделайте хоть что-то, да, ну сделайте там что-то, что им нужна была вот эта вот провокация какая-то подобная, да, для того, чтобы какие-то другие действия произвести, и не тянуть лямку за хвост. Потому что как раз-таки со стороны вот тех стран, там той же самой Европы или США, да, или еще что-то, то есть были какие-то вот такие вот планомерные действия по уничтожению, при этом они сами не делали каких-то ошибок или не делали чего-то, да, чего нужно было для того, чтобы, допустим, на вот этом геополитическом уровне перейти какую-то грань или черту, или чтобы можно было их обвинить. Это же их вот эти вот игрища, там, голодные игры, да, которые они там устраивают. И поэтому возможно, вот в этом плане еще у России, им нужно было нечто подобное. Вот. А тут вот прям такое ощущение было, что вот все планы или, возможно, вот эта папка, да, монолитная, бетонная, там, крышка или что-то, да, которую она держала, то есть это все пошло крахом просто. Крахом в том плане, что не по плану. То есть этот план, э, она не знает, что делать дальше или что-то такое. Вот. Вот здесь был момент, что для Европы это, типа как вмешался кто-то или было сделано что-то, что просто поставило там крест, грубо говоря, или похоронило какие-то их планы. Вот, я скажу так. То есть вот эта ситуация с Крымским мостом реально похоронила какие-то планы Европы, какие-то вот эти вот действия, которые Европа собиралась выстроить, да, в дальнейшем. То есть ей это на руку точно не сыграло. Наверное, вот эти страны, они отреагировали, ну, вообще крайне вот, это противоположное тому, чего они хотели. Ам, Но США, когда я смотрела США, в принципе, самому президенту, да, и вот этим вот спецслужбам было как-то, в принципе, знаете, все равно на это. Ну, как бы, типа, ну да, да, но они, типа, свою выгоду в этом увидели какую-то тоже в произошедшем. И мне пришел образ такой, знаете, того же самого вот этого дяденьки из "Монополии", знаете, вот как его рисуют, он такой в этом, а, там с сигарой такой, да, с деньгами и вот в этой вот шапке своей волшебной. И вот он сидит, развалившись на диване где-то там курит эту сигару, и он абсолютно доволен. То есть, опять же, образ пришел того, что я потом в последующем раскопала, про то, что это было сделано какими-то финансовыми воротилами или какими-то людьми, которые именно связаны с вот этим вот списком Forbes, да, или там с вот этими рынками, Уолл-стрит и прочим. То есть они явно остались очень довольны произошедшей ситуацией. Дальше. А насчет чего еще хотела сказать? Это по ситуации с подрывом Крымского моста. Ну, частично, да, то, что произошло дальше, вы знаете, обстрел.
обстрел Украины, очень серьезный обстрел Украины, причем это не просто там, да, постреляли там чуть-чуть, это были задеты стратегически важные какие-то пункты, стратегически важные места, это и электричество было, да, обесточено в многих населенных пунктах. И также я знаю, там и офисы какие-то разгромили, да, где вот было то же самое СБУ там или еще что-то. Очень сильный такой момент с обстрелами произошел. Вот, где сразу же выяснилось, что у России, оказывается, и ракеты еще есть, да, хотя говорили, что нету, все, кончились у России ракеты. И много чего еще выяснилось, как бы, да, о том, что Деда Мороза не существует на самом деле, а вообще и мало того, что не существует, он еще и подбирает очень хорошо. Но дело-то не в этом. Как бы я думаю, Дед Мороз что-нибудь там переиграет обязательно, да, он языком хорошо умеет молоть в этом плане. Поэтому он найдет оправдание, да, как бы переобуется очень быстро. Дело-то не в этом. Дело в том, что, ну, как я вам уже сказала, да, что для России, для этой страны, она давно ждала чего-то подобного. Ей тем более, да, мало того, что она ждала, ей необходимо было нечто подобное. Я имею в виду провокация какая-то подобная, которую ей специально не давали для того, чтобы она не сделала вот то, что она сделала после этого, да. Вот. Ну, а сейчас, то есть после того, как вот эта провокация на день рождения президента РФ была сделана, как бы самой РФ вместе во главе, да, с президентом сделали в ответ вот то, что сделали. То есть и они уже давно хотели это сделать. То есть для них это было очень-очень сильно нужно. А для того, чтобы, как я понимаю, выйти на новый уровень или сделать какой-то вот такой шаг. И насчет прогнозов. Я очень сильно надеюсь, что мой прогноз не сбудется. В том плане, что некоторые говорят, что вот этот вот, что один раз постреляли, да, показали там, типа, в России по телевизору, что вот мы сейчас, да, блин, вот там сейчас ход войны перевернем, типа, чтобы успокоить население, и дальше, типа, ничего не будет, что 10 раз так уже делали, и, типа, все, постреляли и забыли. Я очень сильно надеюсь, что сбудутся прогнозы вот этих людей, которые так говорят. Потому что по факту, когда посмотрела я не увидела. И сейчас вот еще раз проговариваю это все. Я не вижу того, что а, эта страна постреляла и забыла. И опять там впала в глухую кому, да, и так далее и тому подобное. Я у меня идет образ такой, что они только раскрыли свою скатерть-самобранку, то есть им дали в руки козырь реально, да, карта дурака, которая разыгралась. Вот. И, грубо говоря, Россия просто развернула карту мира. Я не знаю почему, вот мне идет такой образ. Развернула скатерть-самобранку, развернула карту мира. Знаете, как в этом, как в фильмах вот такой вот. Прям берут, знаете, с инструментами вот так вот раскидывают просто, а там ножей целая куча там и всего вообще. И ей как будто дали официальное разрешение. Давай, дорогая, делай все что угодно. Как будто она получила, вот я говорю, то, чего хотела. И когда я смотрела, что как отреагировали, да, вот люди в России, ну, имеется в виду не само население, а те, которые ведут там операцию, вот эту вот всю, так называемую. А, я видела счастливых людей. Им это на руку. Они получили, я говорю, то, чего хотели, то, чего добивались, они просто счастливы. Наконец-то что-то там похлопали по плечу, эй, наконец-то, брательник, случилось то, чего мы так ждали. Ну, теперь-то мы
Вот, как-то вот так. Мне уже надоело ходить вокруг да около. Я, наверное, уже буду говорить все, как я вижу, раз, очень часто люди переворачивают то, что я говорю, да. Каждый видит так, как он вообще, не знаю, видит. Буду говорить так, как я вижу, прям четко. И еще, когда я смотрела по событийным, я сейчас вижу, и я, конечно, понимаю, что у меня образы, они идут такие, знаете, достаточно очень резкие и достаточно очень прям, ам, яркие для того, чтобы отобразить какую-то картину. И по факту уже, когда это все сбывается, оно немножко смягчается тем, что образ идет яркий на всю картину, и он достаточно такой очень жесткий, очень резкий образ. Но расплываясь на всю ситуационную карту, да, он как-то более смягчается или более мягко воспроизводится. Но, тем не менее, м, образ остается образом для того, чтобы словить какую-то общую энергетику или общую картину. Так вот, образ, который мне сейчас приходит, это, ну, такие не очень хорошие руины. И я как вижу, да, что больше упор идет на какие-то инфраструктуры. Я вижу какие-то покореженный металл, очень много покореженного металла, и я вижу вышки. Мне почему-то идет, что это вышки связи или электросети, потому что вот эти вот вышки именно, знаете, которые, ну, как вышки связи, да, которые вот именно стоят, или высоковольтные провода, по которым раскинуты такие большие-большие металлические конструкции, уходящие вверх. Вот я вижу вот такие вот покореженные металлические конструкции. Я не уверена, что будут прям по конструкциям долбасить, но, по крайней мере, что-то будут уничтожать, что связано с вот этими конструкциями. И я вижу, еще раз говорю, покореженный металл. Я вижу какие-то, это даже не заводы, то есть это может быть гидроэлектростанция или что-то такое. Вот то, что есть на территории Украины. То есть это будет, заводы не вижу, чтобы трогали, то есть производство какое-то. А вот обесточить, мне идет слово обезвредить, обесточить, обезвредить. И вот я вижу бах и гаснущий экран компьютера, бах, и вот что-то такое. Частично вижу какие-то дома, которые, ну, такие полуразрушенные. Знаете, вот как взрыв газа, когда показывают там, да, и вот там стены такие только остаются там, вот. А части там типа стены нет. Такого вот плана вижу образ, вот образы. Но этого меньше. То есть вот чтобы там какие-то дома или что-то жилые дома, они как-то в стороне, даже если что-то с домами будет связано, это как-то, знаете, не то чтобы случайно, некоторые какие-то будут прицельные, но это не основной упор будет сделан. А вот это вот именно мне даже еще раз пришло слово обесточить. Поэтому не знаю, как, ребят. Вы, наверное, да, там слышали, что ам, президент великий, вот, он же там кричал, что Украина будет снабжать Европу энергией и будет поставлять по энергетическим сетям, то есть будет Европу снабжать электричеством. И Европа, наверное, на это тоже рассчитывала. О том, что, как обычно, ну, Европа будет спасать Украину. Больше некому же, да? Украина зерном их обеспечила, их там и США. Вот. И, ну, Украине самой это не надо. И, видимо, электроэнергией тоже должна была Украину, ну, точнее, Украина Европу обеспечивать. А тут
вопрос. И опять же мы возвращаемся к вот этим вот шахматам. Я надеюсь, для вас ситуация тоже немного, да, встала, вот, вы поняли или увидели, да, вот эту картинку, так как я ее вижу. Что они хотели сделать и для чего они хотели сделать. Но сейчас даже еще раз посмотрю. Нет, мне не идет, что Россия остановится как-то или что-то. Да, может быть, она не будет вот прям вот бомбить или что-то там такое, вот прям закидывать ракетами, продолжать или еще что-то. Ну, вот мне опять идет фраза карт-бланш, и мне идет еще одна фраза стрижка только началась. Я очень сильно надеюсь, что мой прогноз не сбудется. Что сбудутся те прогнозы, которые дают люди, которые говорят, ну вот, там подолбили, побомбили, да, сейчас опять затухнут, затихнут, они же всегда так делают. Вот, я сама склонна верить, ну, сейчас не то чтобы склонна верить, но надеюсь и буду надеяться и верить в прогнозы тех людей, которые вот так говорят, что все подолбили и ничего больше не будет. Вот. Буду туда вкладывать энергию свою. Хотя мне опять же, вот я даже вот это вот говорю, и мне вот сразу же вот внутри идет такое, ну ты сама же, ты что, веришь в это? Ну, ты же другое видишь. Но я, по крайней мере, я не хочу верить в то, что я вижу. Но я решила вам озвучить это. Тем не менее, не люблю озвучивать такие моменты, вообще не люблю рассуждать на такие моменты, но как показал момент с мобилизацией, с прошлым роликом, вот оно все и всплывает у нас. В принципе, отыгрывается очень быстро. И еще момент касательный того, что я говорила в марте. Вот, наконец-то в игру вступили некоторые участники заговора, так называемого. Многие уже поняли, да? Помните, я вам говорила, что все очень непросто. И то, что там гораздо все шире, обильнее и сложнее, чем Украина, Россия, и даже еще сложнее, чем США, Европа, Россия, да, что заговор гораздо выше, больше и сильнее, чем вы даже не предполагаете. Да. Я говорила, что там замешано большое количество стран, и Россия сама являлась страной, которую перехватили в управлении. Как бы хотят обратно забрать себе, да, которые перехватывают. Об этом я говорила вам еще 6 месяцев назад, вот, в марте. И в марте же я вам рассказала про то, что за всем этим, за тем, что сейчас происходит, стоит ряд стран, на которых вы даже не подумаете, которые не относятся ни к США, ни к Европе, да, которые вообще не находятся там ни в странах Азии. То есть вот этими вот. Они находятся вообще даже, ну, не совсем на евразийском-то континенте. Услышал меня кто-то, не услышал. А вот сейчас, наконец-то, некоторые из них выходят из тени. Точнее, они вступают в игру, чему я тоже радуюсь, потому что, ну, если они начали вступать в игру, значит, ситуация вышла на другой уровень. То есть это уже игра по-крупному пошла. Они уже перестали, грубо говоря, скрываться, да, по крайней мере, и они уже вступили в игру, выложили свои карты, некоторые, да. Для тех, кто в танке, я думаю, некоторые уже поняли еще до этого, еще в марте. Я надеюсь, по крайней мере, что были те, кто понял еще в марте, кого я имела в виду, когда рассказывала, что кто такие белые шляпы и так далее, да, вот это вот видео было. И про то, что вот когда я вам рассказывала замечательную историю про страны дискреты, страны Капитолии, я понадеялась, что многие догадались, что это за страны.
Вот. Сейчас эти страны вступили в игру, и, в принципе, вы можете вот лицезреть это все, то, что я говорила в марте, то, что происходит сейчас. Для особых танков, скажу так, ОПЕК, я выкладывала, да, у себя в телеграм-канале, что ОПЕК после очередной встречи, а, мало того, что оно не пошло, да, на то, что увеличить объем добычи нефти, чтобы цена на нефть упала, да, вот, на рынках, оно еще и снизило объемы добычи для того, чтобы цена еще выше взлетела. То есть, соответственно, дефицит рождает стоимость. Тут, я думаю, даже, не знаю, не надо иметь особое экономическое образование, чтобы понимать это. Вот, это первое, что вы можете увидеть, лицезреть. А второе, то, что вы можете лицезреть и увидеть, что несмотря на то, что Россия, да, обстреляла там Украину, произошло вот это вот всё, да, обстрел там всего еще утром, а потом официальное лицо Объединенных Арабских Эмиратов заявляет о том, что он собирается ехать в Россию о том, чтобы договариваться с Владимиром Путиным о прекраснейших дружественных отношениях между Объединенными Арабскими Эмиратами и Москвой. Вот то, о чем я вам говорила. И я знала про эти страны еще в марте. Но мне четко шло, что говорить про это пока не стоит, да. Я не помню, говорила я или не говорила, да, про то, что страны эти находятся на Аравийском полуострове. Вот. Где-то я про это озвучивала, по-моему. Может, и не озвучивала. В любом случае, я вам говорила о том, что солдаты, да, которые заходили на территорию США, вот, они приходили, да, из страны, которая граничит с США, вот, и является также одним из выходцев, да, тех стран дискретов и входит в определенные объединения, то есть в определенный альянс. Альянс, который объединился, альянс, который помимо того, что является сам по себе альянсом, помимо того, что те страны, которые в него входят, А, еще некоторые страны себе, да, тоже к себе подгробастал. И туда же еще и китайский дракон, то есть он собирается очень сильно хорошо поработать с этими же странами, с этим объединением. Вот. Пока что китайский дракон, он только выступал так, то есть потихоньку, да, он маневрировал. То есть где-то что-то происходит, пытаются вот допустим, США, там, Европа, что-то там, раз, пасть разъявить. Китайский дракон такой, хоп, отманеврировал, типа, эй, ребят, успокойтесь. То есть риторику снимайте. Не забывайте, что вы здесь не одни такие. То есть он не давал им выйти за какие-то рамки, то есть придерживал коней. Вот этот Китай придерживал коней всю дорогу. Когда они там начали что-то, и они такие, ты чё, вы думаете, просто так Пелоси полетела в Тайвань? Вы думаете, просто так это все происходило? Это они хотели Китай осадить и сказать: "Если вы не снимете свою риторику, мы тут вам можем нагадить тоже приехать". Но только риторику они свою не изменили и не поменяли. То есть, а это же, понимаете, когда риторика звучит другая, вот общая вот эта вот типа мировая, да, когда там Европа и США под одну дудку там крякают, да, кря-кря, 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 а потом встает какая-то охрененно большая мощная страна и говорит: "Так, а я вот не согласен. А эта страна вообще не Россия". И они такие: "О, как вы посмели там, да, что то крякнуть нам другое в ответ? Вы должны гавкать так же, как и мы гавкаем. На том же самом языке и с той же самой риторикой. А если кто-то идет против, ну, значит, если вы говорите что-то против, мы летим на Тайвань". Но не получилось. Вот
такие дела, ребята. Пока что китайский дракон, он маневрирует, но он еще не вступил в игру. Полноценно, полномасштабно, так, как он хочет. Но я уже вижу, что он уже не выжидает. Я почему-то вижу, что он уже такой привстает. Уже, знаете, начал привставать на лапы и, похоже, тоже скоро. Похоже, тоже скоро будет. Хвост такой подбирает. Ах, похоже, что скоро в этой партии все начнут покерной, да, игре. Похоже, скоро все начнут скидывать карты. Очень интересно. Очень-очень интересно. Ну, вот такие вот новости по теме Крымского моста, по теме обстрелов. Вот такой мой прогноз небольшой. Вот так. Немного я вам рассказала, опять же, по партии, обратила внимание, да, на страны дискреты, если кто-то не обращал внимания. А вы, наверное, да, вот многие-то даже и не подумали. Почему вы забыли про эти страны, я не понимаю. И как можно не понять было то, о чем я говорила, когда я вам говорила страны дискреты, у которых золото под ногами валяется, и не только черное, да. Черное золото под ногами у каких стран у нас? Россия. Какие дальше? Страны ОПЕК. Венесуэла, да, там и дальше. А мы вспоминаем, да, вспоминаем те страны. Есть же такая страна, даже у которой там за отношения, кроме гетеросексуальных, смертная казнь. Вы знали? И как вы думаете, вот на той повестке дня, где там детям с 5 лет меняют пол, где-то есть место этим странам, где женщинам только вчера разрешили за руль машины садиться? То есть, как вы думаете, поддерживают в этой стране, где настолько там вот этот вот консервативный там какой-то режим, где соблюдаются вообще очень жесткие нормы морали и жестокие кары, да, за то, что кто вот эти вот нормы какие-то там присягает, где не разрешают там пить алкоголь и так далее, как вы думаете, вот в этих странах у них как нормально вот с тем, что происходит там? Они видят как-то вот в этом во всем что-то хорошее, да? Смотря на то, что как там дьявол танцует ламбаду. И они для себя в этом во всем угрозы не видят. Просто сопоставляйте факты, учитесь анализировать. Ну, на этом все, ребят, наверное. И так уже много всего записала. Давайте. Всем пока-пока.